Всем привет, с вами Илья Тер. Хотели бы построить свою деревню с жителями, которые будут трудиться и развивать ваше поселение? Тогда этот мод для вас, который называется Тектопия. Построй свою деревню. Присаживайтесь поудобнее и приятного вам просмотра. Ну, начинаем. В моде есть два способа построить свою деревню. Это найти обычную готовую, в которой будет уже жители из Тектопии, либо сделать свою деревню. Для этого нам понадобится ратуша, рамка и такой вот предмет. Строим любое здание, какое вы захотите. Я покажу на примере этого дома. Ставим рамку и нажимаем правой кнопкой по Tower Hall. И если у вас засветится, то все отлично. В деревне есть граница, ее никак не получится увеличить. Она будет выглядеть как барьер. Когда мы активировали ратушу, там появились два жителя, а именно продавец, у которого мы можем купить за изумруды какую-либо профессию, и архитектор, у которого мы можем купить здание также за изумруды. По-другому они не крафтятся. И также появился сундук, в котором есть две профессии, это дровосек и фермер, из два знака склада и дом на две кровати. Сейчас я вам объясню, какие здания можно построить для жителей и для чего они нужны. Хранилище – это место, где ваши жители хранят все предметы, которые они получают. Дерево, еду, броню, инструменты и так далее. В комнате должно быть много обычных сундуков. Сундуки-ловушки также должны работать. А также стол для крафта, чтобы жители деревни могли создавать деревянные инструменты. Только один житель деревни может использовать стол для крафта одновременно. Хранилище не распознает несколько столов для крафта, и жители будут стоять в очереди, чтобы использовать всего один стол. Комната также распознает одну печь, которую шахтер будет использовать для выплавки древесного угля. Теперь нашим жителям нужен дом, где они смогли бы отдыхать. В этом моде есть дом на 2 кровати, на 4 и на 6. Я поставлю дом на 6 кроватей. Требования простые. Нужно поставить 6 кроватей любого цвета. Если кровать светится желтым, то она не занята. А если горят зеленым, значит, что уже новый житель деревни занял ее. Я для красоты поставил сундуки и стулья, чтобы житель мог сидеть на них. Таверна – это место, где деревенские жители смогут под музыку Барта общаться, кушать и просто отдыхать, и повысив себе настроение. В таверне нужны стулья и достаточно места внутри, чтобы жители могли ходить. И, конечно, понадобится еда. Следующее здание – это кухня. Место позволяет шеф-повару готовить вкусные блюда и относить их на склад, чтобы жители их брали и ели. В кухне должен быть один стол для крафта на каждого шеф-повара и печи, на чем они смогут готовить. А вот и первые жители появились. Первого жителя зовут Боб Киралис. У него есть характеристика, сколько у него здоровья, его голод, какое у него настроение и образование. У него абсолютно пустой инвентарь. Хорошо прокачана профессия друида, значит сделаем его друидом. Про все профессии, которые могут использовать житель, мы с вами еще подробно поговорим об этом. Следующий житель, его зовут Фирамен. У нее хорошо прокачан навык животновод, то есть она будет кормить животных, значит и возьмет эту профессию. Мод будет находиться во вкладке «Разное». Отлично, сейчас она пойдет возьмет со склада то, что нужно.
Также с ними может прийти купец, он за изумруды даст вам какую-нибудь вещь. В моем случае это печенье за 2 изумруда. Идем дальше. Скотобойня – это место, где мясник, проводя животных, будет добывать кожу и мясо. В скотобойне должен быть верстак, где мясник будет крафтить кожаную броню. Библиотека – это отличное место для обучения и повышения образования, то есть в течение дня деревенские жители будут приходить в библиотеку и повышать свои знания. Количество жителей деревни, которые могут одновременно читать в библиотеке, ограничено количеством книжных полок, расположенных на полу. Книжные полки должны располагаться на полу и в стенах, если они находятся на той же высоте, что и нижняя часть двери. Если у вас есть чародей, в библиотеке также нужен стол для крафта и стол для чародейства. Чародеи используют зачарованный стол для зачарования брони, инструментов, оружия и книги, а верстак для изготовления бумаги и книг. Кузница – это то место, где ваш кузнец будет плавить металл и делать древесный уголь. Для кузницы нужна наковальня, печи и стол для крафта на одного кузнеца. Казарма – это место как дом для жителей, только для охранников деревни. Он может обучать охранников, делая их лучшими в бою. Для этого нам понадобится 10 кроватей, 1 или 2 стойки для брони. О, еще один житель. Давайте с вами посмотрим, какая у него может быть профессия. Его зовут Саймон Таверфолл. Он может иметь целых 2 профессии – священник и фермер. У него больше прокачан священник, значит, дадим ему эту профессию. 4 маркера связаны с животными. Первый маркер – это свинарник, то есть это загон для свиней. Ставим рамку и пометим, что здесь свиньи. Следующее – это коровник, где будут жители загонять коров в этот загон. Ставим сюда маркер и пишем коровник. Дальше у нас идет курятник. В курятнике, как мы понимаем, здесь будет загон для куриц. Дальше овчарня, тут будут овцы, ставим здесь маркер. Свиньи будут давать мясо, коровы молоко и кожу, курицы яйца, а овцы шерсть. Школа, как мы все понимаем, это место, где дети будут учиться и получать образование. Для этого нам нужен учитель, стулья, где дети будут сидеть, и на складе должны лежать книги, чтобы дети их брали и шли в школу. Я еще сделал столы, но это по желанию, их можно не делать. Торговый прилавок создает постоянный магазин для продавца. Торговец будет покупать здесь, а не бродить по деревне. Он не требует двери или специальной конструкции и может быть размещен в любом месте деревни. Посты охраны – это специальная структура, используемая для организации охраны. Если количество постов охраны равно количеству постов, то каждый из них будет патрулировать один. Однако, если количество охранников больше, то оставшиеся охранники должны патрулировать деревню, как обычно. Я вам рассказал и показал каждое здание, за что отвечает. Теперь немного расскажу про профессии. Дровосек или же лесоруб. Самый простой, но один из самых важных сельских жителей. Они будут рубить деревья и относить дрова, которые добыли, в хранилище. Будут собирать яблоки и сажать саженцы. Если сломается топор, они его с легкостью починят. Фермер – один из самых важных жителей деревни, потому что без него в деревне не будет еды. Он может сажать морковь, картофель, свеклу и пшеницу. Но они могут выращивать сахар, но они могут собирать его урожай. Животновод будет кормить и выращивать домашний скот на ранчо и поставлять мясо мяснику, а мясник будет его забирать. Шеф-повар будет поддерживать печи с углем и будет использовать их для приготовления пищи, а что он будет готовить, у вас будет на экране.
Кузнец – это человек, который изготавливает полезные железные и алмазные инструменты. Шахтер даст ему руду. Он будет переплавлять золото, железо в железо и золотые слитки. Он вернет некоторые на хранение, а другие оставит для крафта. Кузнецы будут использовать наковальню вместо обычного стола для крафта. Бард поднимает радость жителей деревни, которые слышат его музыку. Каждые 2 секунды во время песни у каждого жителя деревни в радиусе 16 кварталов есть 1/8 шанса получить 1 очко счастья. Когда песня завершается, у каждого жителя деревни в радиусе 16 кварталов есть 1/2 шанса получить 2 или 3 счастья очка. Мясник забивает скот на мясо и кожу и контролирует перенаселение. Если представляется стол для крафта, он будет создавать кожаные доспехи. Священник исцеляет других жителей деревни. Они будут уделять больше приоритетное внимание охране. Иногда благословляют деревенского жителя. Сельских жителей будет более эффективен в течение нескольких секунд и получит повышенное счастье. Друид – это волшебник природы. Друид может регенерировать камень шахтных стволов, чтобы шахтеры могли продолжать добычу. Он может заставлять саженцы посевы расти мгновенно, чтобы ваши лесорубы и ваши фермеры могли собирать больше. Шахтер будет добывать для вашей деревни ресурсы. Если за блоком, который шахтер добывает, есть лава или вода, он прекратит добычу, и шахта станет недействительной, пока жидкость не будет удалена. Шахта будет действительна только в том случае, если она находится в пределах границы деревни. Шахтеры прекратят добычу на границе и не будут выходить за ее пределами. Охранник представляет военные деревни. Охранники бегут к любому сельскому жителю, на которого нападают, и будут защищать его. Во время бега он получит увеличение скорости на 50%. Когда охрана окружена врагами, они будут прыгать высоко в воздух и обрушиваться на вражеских мобов. Охранник может выбрать любой меч, который есть на складе, однако они могут носить только кожаные, железные или алмазные доспехи. Также у них может быть командир, если вы назначите любого охранника маркером «Командир». Спасибо тем, кто досмотрел этот ролик до самого конца. Если я вам помог, то поставь лайк. А с вами был Илья ТР. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.